В Space ID появились подробности последнего предложения, которое предполагает раздачу токенов для тех, кто продлевал домены с 3 или 4 символами. Весьма лояльные условия. Я, конечно же, не буду показывать английский текст. Я перевел эти условия на русский. Итак, в первую очередь стоит упомянуть, что голосование DAO будет реализовано в конце января 2024 года. Сокращение стоимости после продления будет выглядеть так же, как запланировано, то есть плата за продление доменов BNB и ARP с 3 или 4 символами будет снижена до $5 в код. Также стоимость регистрации будет скорректирована соответствующим образом, то есть регистрация домена 111 BNB на 2 года обойдется в $655, тогда как ранее было, если помните, $650 плюс $650. В этот раз будет $650 за первый год и $5 за второй год, соответственно. Аналогично будет, если вы регистрируете домен на более чем 2 года, то есть большую сумму у вас берут только за первый год регистрации. За все остальные годы по $5 будет. Для распределения компенсации снимок будет сделан в 8 утра по Гринвичу 31 января 2024 года. И это имеет значение вообще-то, потому что раньше не рассказывали, когда будет сделан снимок, просто его делали и уже объявляли постфактум. Далее есть подробность, как кто подходит под раздачу, а кто нет. Если вы продали или передали ваш домен до времени снимка, то ваш адрес будет дисквалифицирован из раздачи. Сумма компенсации в ID токенах для каждого подходящего адреса будет рассчитана на основе истории транзакций с доменом адреса. Подробнее ниже. Будет специальная страница, на которой подходящие адреса смогут запросить возврат средств в виде токенов ID. Итак, кто же будет иметь право на возврат средств? Очевидно, это владельцы доменов из 3 или 4 символов, но также и те, кто когда-либо переплачивал за них до сокращения стоимости, включая тех, кто зарегистрировал домены длиной 3 или 4 символа на несколько лет по более высокой цене. Это о чем писалось уже выше. Те, кто продлевал срок регистрации доменов длиной 3 или 4 символа по более высокой цене перед сокращением, либо перерегистрировал обратно любой домен с истекшим сроком действия, которым вы когда-то владели до сокращения. Очень интересный пункт, потому что уже некоторые спрашивали, что вот я регистрировал домен, значит, и у него истек срок регистрации. Вот, получу я что-то за него или не получу. И вот ответ. Если вы его зарегистрируете снова, если это был домен 3 или 4 символа, то при регистрации до 31 января вам будет возврат средств, получается минус $5. Так, считается регистрация и продление с помощью подарочных карт.
Их, конечно, надо было довольно много собрать для того, чтобы оплатить там 600, сколько там, $50, но либо одну, конечно, большую подарочную карту на 650, но тем не менее некоторые умудрялись это делать. И примеры. Алиса однажды зарегистрировала домен 111 BNB в прошлом, и срок действия домена истек позже. Алиса перерегистрирует обратно сейчас на 1 год стоимостью $650 до сокращения стоимости. Она будет иметь право на компенсацию, учитывая, что у нее может быть возможность продлить на $5 в год. То есть ответ да. Она будет иметь право на компенсацию. Случай второй. Боб однажды купил 22 BNB на другой площадке в прошлом, а срок действия истек. Боб перерегистрирует 22 обратно на 1 год стоимостью $160 до сокращения. Он будет иметь право на компенсацию, учитывая то, что у него может быть возможность продлить 22 за $5 в год. Так, и голосование по этому предложению уже запущено на снапшоте. Если у вас есть ID токены, то пройдите, выскажите свое мнение. Пока что проголосовало не так уж много народу, но голосование длится до 19 января, так что еще можете успеть. Какого-либо вознаграждения за участие в DAO, в голосованиях пока что не предусмотрено, но я не знаю, может ли за это что-нибудь быть в будущем. Так что рекомендую голосовать. Если вы забываете о том, чтобы проголосовать, вы можете делегировать свои токены кому-нибудь другому. Это можно сделать следующим образом. Заходим на Space ID, и вверху вот тут вот есть ресурсы. Выбираем не ресурсы, да, вот тут вот DAO. Выбираем Join Now и пролистываем вниз. Здесь есть делегаты, которым вы можете делегировать свой голос. Токены остаются у вас, но делегат проголосует, получается, используя ваши голоса. Вот, можете делегировать, например, мне, я проголосую за это предложение.